Так, ну что, дорогие мои, в эфире Ольга Патракова в новом 2019 году. Как у вас дела, как у вас настроение? Есть ли кто на связи или все сейчас сидят, доедают салаты? Не знаю, мне кажется, салат уже не актуальны, уже никто, наверное, салаты не ест. Сейчас какие-нибудь там, наверное, тарталетки, профитрольки, какие-нибудь там еще что-нибудь, сейчас канапешки, что-нибудь такое маленькое, замечательное. Вот, да, один целый человек уже подключился, это волшебно, да, подключаемся, давайте подождем всех остальных. Хочу поприветствовать вас в новом году, хочу провести свой прямой эфир. Сегодня мне поступил запрос на то, как все сигналы связи, приостановленность из-за слабого сигнала связи, не хочет он подключались, чтобы мы к прямому эфиру, да. Сегодня поступил запрос о том определить, привет, как же все-таки определить свою нишу, как выбрать свое направление, как же все-таки делать тортики и при этом еще и зарабатывать. Вот, скажите, из вот 7 присутствующих, 8 уже человек, интересна ли вам эта тема, я немножко расскажу тогда. Я надеюсь, все знают, кто я, и не надо, хотя, может, надо представляться каждый раз. Меня зовут Ольга Патракова, я мега-суперкондитер, да, основатель школы, ну вот они, я не знаю, что у нас сегодня с подключением, соответственно, да, небольшая задница, поэтому будет, видимо, отключаться, потом снова переподключаться. Ну, что делать, всякое бывает в жизни. Да, вот, да, основатель школы тортики от Одри, вон там за мной название. А вы, наверное, видите так же, как я, она перевернутая? Нет, видите? Я просто перевернутая вижу вот здесь вот в экране. Да, сейчас мы переименовались в Одри School, потому что так модно сейчас все school. Вот, да, и сайт у нас, соответственно, тоже odry-school.ru. Заходите, у нас расписание на январь-февраль уже есть, на март-апрель оно уже есть на вкладке расписания, я его еще просто не оформила для покупки, пока оно еще невозможно. Итак, давайте 5 секунд рассказываю, не 5 секунд, а целых где-то 20-25 минут примерно держит у меня телефон. После этого почему-то начинаются проблемы с какие-то со связью. Вот, расскажу о том, как же все-таки выбрать свою нишу. Вот. До тех пор, пока еще кто-то подключается, буквально пару слов о том, что было у нас с 3 по 6 января. Я, между прочим, уже в январе, господи, я вся в каких-то штуках, видно, что готовила. Я, между прочим, в январе уже готовлю, я уже вовсю веду мастер-классы, вовсю работаю. Да, у меня прошел первый курс основы кондитерского мастерства, необыкновенный, волшебный, господи, реально крутой курс. За этот курс мы успели приготовить тортики, листали карусельку, классную, да. Соответственно, 4 разных торта. Мы приготовили чизкейк, мы приготовили шоколадный торт, мы приготовили торт муссовый, мы приготовили торт, забыла, какой же мы торт еще приготовили. Мы приготовили еще ореховый торт с горгонзолой. Вот. И на основе этого мы прошли, теорию-то мы прошли все ту же самую. То есть, чтобы вы понимали, все бисквиты, все крема, все начинки, как сборка происходит. То есть, вся теория-то, она замечательна, а торты другие, чтобы было что пожрать, потому что, надоели мне обычные торты, хотя я их оставила тоже в программе. Это выпечка 1, это старый красный бархат морковный, выпечка 2, это новый апельсиновый, там и еще какой-то, и выпечка 3, вот эти вот странные названия. Вот. Также в этом курсе, вот, который основы кондитерского мастерства, еще я решила в этом году все сокращать. ОКМ, короче, этот курс будет называться ОКМ, основы кондитерского, нереально, нет, серьезно, мне сейчас придется все сокращать. Вот. Еще есть базовый курс кондитера БКК. Это который месяц идет. БКК и ОКМ. Ну вот. Я не знаю, все. Я в этом году все буду сокращать. Итак, ОКМ. Был курс ОКМ. Наверное, как говорится, ОКМ. ОКМ. Ну, короче, вот этот ОКМ прошел только что, да. И там мы проходили еще плюс декор. Раньше этот курс отдельно был. И он был отдельно, назывался... Соответственно, торт от А до Я, где мы и пекли, и украшали, все в попыхах, бегом. Вроде бы информации море, с одной стороны, но сделать ничего не успеваешь. А в этот раз мы успели мы 4 торта украсили. То есть мы прошли весь декор, который можно сделать на скорую руку. Но это тот, который не надо 3 часа обмазываешь торт, 8 часов выкладываешь, 10 часов лепишь страшную фигурку, думаешь, нахрена я ее лепил. То есть вот этого всего нет, и все попроще немножко. Вот, да, то есть что можно сделать? Сделали, прошли технически все это, прошли, украсили все это, соответственно, 4 торта украсили, 4 торта! Я не знаю, между прочим, у Светуси, все 4 торта, говорят, сожрали, было хорошо. Всем привет, да, кто там у меня, Ковалева Оксана, привет, да. Вот, говорит, нормально пошло. Вкусы, кстати, разные, но это к тому, что я всегда требую, чтобы у меня отчитались потом, кто что ел. К тому, что понравилось, сахар, не сахар, жир, не жир. Вот, мало ли, да, там, кто что чувствует, мне всегда интересно, для статистики, для общей, вообще мне интересно. Вот. Говорит, все, ели все разное, поэтому к какому-то единому знаменателю, к сожалению, не удалось. Но больше всех
выиграл чизкейк. Чизкейк 2 человекам понравился. Мы готовили классику Нью-Йорк, но которая запекается, потому что я считаю, чизкейк, который не запекается, вообще не чизкейк. А чизкейк, который запекается, это вот чизкейк. Ну вот это я так считаю, опять же. Можете со мной соглашаться, можете не соглашаться. Все равно привет, Жулька. Вот. Соответственно, и сегодня у нас был день, мы готовили мелкие изделия еще нужно все доделать. Самое ужасное, что мы приготовили синнабоны. Это почему ужасно? Да потому что первое, их готовить, во-первых, долго, дрожжевое тесто, реально, я его есть люблю, готовить, ну, нет, мое, оно у меня получается, потому очень хорошо. Но потом-то я его есть люблю, вы понимаете? Я его есть люблю, я 4 съела, 4! Как так Новый год можно начинать с такой штуки? Как? Вот как? Скажите мне, пожалуйста, это что дальше-то будет? Дальше-то впереди, между прочим, еще целый январь. В феврале будет повтор такого же курса 4-дневного. Вот, выпрашиваете скидку у меня, пожалуйста, в личку, да, пишите: Патракова, я так хочу, да, сделай мне там скидку, рассрочку, пожалуйста, пусти меня, тоже хочу жрать синнабоны. Хочу жрать их, вот, то есть вот так вот прямо пишем. Сейчас же, кстати, можно голосовое оставлять, можно голосовое мне оставлять, можно написать мне голосовое. Вот прямо так. Юль, ну это невероятно. Ну, во-первых, они когда теплые, это ты понимаешь, остановиться вообще невозможно. И я поняла, все-таки дрожжевая выпечка. Это все. Но я люблю, вы знаете, да, я люблю заварнушки. Это тоже беда. Мы их тоже сегодня готовили, но я держалась как могла, но были синнабоны, они все перекрыли. Вот, я люблю дрожжевые булочки. Конечно, это все, это катастрофа. Ну, короче, я не знаю, сколько килограмм я буду в этом году. Если что... А видно, мне кажется, видно, что я такое синнабончиков поела. Ну и Новый год, соответственно, тоже я же отмечала. Вот. Алкоголь течет рекой, Оля жрет и жрет и жрет, сладкого поела, всего поела, господи, боже ж мой. Ладно, но у нас сегодня, между прочим, тема разговора была о том, как выбрать свою нишу. Итак, рассказываю, внимание, пошла серьезная часть. Поржали и хватит, я так не могу, поржали и хватит, так нельзя. Короче, серьезная часть. Вообще нишу выбирать легко. Не легко, наверное. Нишу надо выбирать, потому что как прошло то время, когда ты умеешь делать торты, заодно все остальное, и все к тебе идут за заказами. Вот, терапевты уже не в моде, которые все лечат, вроде как с одной стороны. Ах, добрая же, Света, ты добрая. Вот это Света пишет про год свинки. Это Света. Света, так нельзя. Нельзя так с преподавателем. Я потом колобочком буду кататься, что ли. Короче. Итак, нишу выбирать надо, потому что время течет вперед. Это называется дифференциация бизнеса. Есть очень много умных слов о том, что, по правде, чем уже у тебя специальность, тем больше сейчас у тебя будет спрос. Спрос достаточно хороший. До сих пор наша сфера развивается, до сих пор хороший подъем я в ней вижу, до сих пор много появляется хороших, замечательных, молодых кондитеров. Оксана пишет: синнабон — это огонь. Да не, молчи. Про синнабон, Ежикова, привет. А ты увидела, солнце мое, как я тебе извинялась я в прямом эфире перед тобой за оленей и вообще, да, мы тебя любим. Вот. Короче, время идет вперед, надо дифференцироваться, искать нишу уже. Это беда, по правде. Все сердце рвется, хочется делать все равно все, и делайте все. Но вот эта дифференциация, она нужна для того, чтобы тебя искали те клиенты, которые больше всего тебе нравятся. Если тебе больше всего нравится, делать вот это, найди таких клиентов, потому что сейчас рынок наполнен. Рынок большой, и он наполнен не только ведь нами, кондитерами, а он еще и наполнен клиентами. И я обычно в таких случаях рассказываю о том, что обилие конкуренции — это плюс, а не минус. Грубо говоря, представим себе историю с парикмахерскими. Привет, мои дорогие. С парикмахерским. Представьте себе город, в котором не стригутся люди. Вот. И если ты откроешь парикмахерскую, они вообще не поймут, что это такое. Что это такое? Господи, что с этим делать, подумают они. Вот. Соответственно, тебе для того, чтобы привлечь себе клиентов, если ты открыл парикмахерскую или там тортики делаешь, например, это надо убедить людей, что ты нормально делаешь. Убедить, что ты, туда, нормальные продукты используешь. Потому что я в начале своей карьеры, в 2010 году, я начала делать тортики, да, из чего я их делаю? Из говна, из чего же я их еще-то могу делать? Господи, боже ж мой. Вы понимаете, да, проблему? Я реально звала их домой, показывала холодильник, гости добрые, заходите, посмотрите, пожалуйста, вот я делаю, вот у меня руки в муке, или в крахмале, еще в чем-то. Вот. Ежикова, мы тебя любим, честно.
честно, я твою свечку зажигаю. Вот, ну, короче, и это время прошло. Сейчас уже нет таких клиентов. Сейчас уже все, в принципе, Геленджик, привет! Да, сейчас уже все, в принципе, привыкли, что надо заказывать торт и заказать торт у кого-то на дому, это нормально. В мое время такого не было. Так вот, если у вас есть конкуренция, есть кто делает торты, это счастье и подарок вам, потому что это тогда очень легко, по правде, как сказать, найти клиентов, скажем так. То есть, ну, опять же, давайте и проведем аналогию с парикмахерскими. То есть ты стоишь такой, а представьте, что в городе есть парикмахерская, и все люди привыкли туда ходить. Ты такой встаешь рядом со входом, делаешь умное лицо и смотришь, кто туда ходит. И на входе выдаешь визитки. Типа, а я вот молодой, я делаю или дешевле, или другое, или специализируюсь на рыжих, или, а вот у меня как раз вот такие проблемы, как у вас, вот эта вот лысеющая седина, или там что-нибудь, это как раз моя специализация. Вот. А сейчас же много чего можно делать. Можно делать отдельно муссовые, отдельно кейк-попсы, отдельно макаронс, отдельно зефир, отдельно торты такие, сякие, свадебные, детские, такие украшенные, сякие украшенные. Можно работать, я уже тоже об этом говорила, с детскими садами, с детскими какими-то центрами досуга, со свадебными агентствами, с корпоративными клиентами, с маркетинговыми агентствами, да куча всего. Можно работать просто дома на свой дом, грубо говоря, на соседнюю кафешку, можно работать только в интернете и так далее, и так далее, и так далее. Таняшка пишет, как вырасту, приеду на ваши курсы. Мы вообще-то учим с 14 лет. К нам можно же в 14 лет приезжать. Очень редко еще 9-летние у меня бывают на курсах, но это уже на маленькие, небольшие. Вот. Ну, то есть смысл в том, что конкуренция – это хорошо. Это хорошо. Юлька, привет. Вот. Конкуренция – это хорошо. Это огромный плюс. Но для того, чтобы среди... Особенно, когда много. Вот Москва, например, много, да? А когда много одинаковых парикмахерских, да, очень сложно найти ту, которая твоя. Вот. Но, еще раз, когда их много, плюс в том, что также много людей привыкли заказывать. Иначе бы они... Да, не заказывали бы торты, ну, то есть не ходили бы в парикмахерские. Понимаете мою аналогию, да? Я не знаю, почему меня на парикмахерские идем, пора в парикмахерскую или что-то такое. Вот. Именно поэтому, если я блондинка, ну, я бываю блондинка, вот, да, ищу, например, парикмахер, куда бы мне зайти? Вижу, например, стрижем, красим всех, только стрижем, только красим. Я такая, уже, хорошо. Специализируемся на блондинках. Если вы блондинка и вас зовут Оля, а меня зовут вам скидка. Я туда пойду, стопудово. Вы понимаете, да? Они попали в имя, попали в цвет волос, и еще скидон мне дали. Ну, вообще, я туда точно пойду. То есть, чем уже специализация, тем точнее вы выбираете клиента. И, предположим, я не Оля ни хрена, а, предположим, Павел. Я такая думаю, а что это они Оль только привлекают? Они будут выделяться вот этим своим предложением странным, так, они будут выделяться очень сильно. И туда, соответственно, пойдет как можно больше народу вообще посмотреть, чем это они там специализируются. Что это они Оль только зовут? А что, вас правда все Оль? Ну, понимаете, да, это просто выделяется. Еще раз, специализация наша и узкая ниша, она нужна не только для того, чтобы только это делать, нет. Она нужна для того, ну и для этого тоже. Она нужна в большей степени для того, чтобы выделиться из всего рынка. Потому что просто делают торты на заказ уже не модно. А делают детские торты, специализируясь на безглютеновой выпечке. Или не умеете делать синнабон, это ко мне. А я специализируюсь на безруких, по правде. Если вы все, что печете, у вас идет в помойку, это ко мне. Это прям мой вариант. Я научу вас готовить. Да, потому что сейчас мне будет еще писать телефон, что батарейка садится. Потому что я реально настолько хорошо знаю все основы выпечки, вот прям основы, я знаю химию, как это работает, да, что я иногда на вид, да не иногда, но 90% могу определить, где ты обосрался, что ты сделал не так. И именно поэтому... Да, я люблю учить вживую, обожаю. Люблю учить онлайн, обожаю. Люблю вести прямые эфиры, мне реально заряжает, не знаю, выпендриваться, может, я люблю или что-то такое, но реально. Но самый огромный кайф, это когда человек что-то не понимал, приходит к тебе и такой, знаешь, как выздоровел, он такой, или как ходить научился, он такой, блин, я понял, что в чем я был неправ, Господи, вот, все, я сижу прям, вот это экстаз, это то, ради чего я работаю, это ощущение понимания в глазах, вот оно не получалось, и вдруг получилось, понимаете, да, как научиться чему-то новому, как открыть какой-то новый мир, в конце концов, особенно, если это человеку надо, учу, вы не хотите печь?
я приду к вам. Ну, короче, да, ну, я понимаю, что учить нельзя, наверное, ну, как бы насильно, но я бы, кстати, поучила кого-нибудь. Так, кто там сопротивляется? Ко мне быстренько, да. Так, по рекламе сейчас быстро рассказываю. 14 числа у нас стартует заочка. Стартует обычный курс по выпечке. Сейчас мы переименовываем все курсы, то есть не пугайтесь. Нового пока ничего нет, оно все переименовывается просто. Вот. Оля исцелительница. Да, да, сейчас он называется кондитер с нуля, это выпечка старая. Просто мы поняли, что слово выпечка ассоциируется с сосиска в тесте, это тоже выпечка. Поэтому мы как-то пытаемся как-то более кондитерски называть все курсы. Да, кондитер с нуля это реально основы, ну, бисквитов, основы всех там тест, те основы кремов, основы сборки, основа того, чтобы хорошо взять всю базу хорошо взять. 14 мы стартуем, обучение заочное. Пожалуйста, не упустите это свой шанс. Новый год начать с новой выпечки, с чего-то такого волшебного, открыть для себя мир. Но я вижу, что у меня в основном, конечно, смотрят те, кто уже 500 раз уже и меня смотрели, и 500 раз уже все пекли. Вот, поэтому я сейчас обращаюсь к тем, кто смотрит меня первый раз. Дорогие мои, я специализируюсь на обучении новичков. Реально, я по правде на вид могу сказать, где и что вы сделали так или не так. Я реально на вид это могу сказать. Мои уроки разжеваны до невозможности. Это вот прямо все вот прям пережевано и обратно засунуто. Вот, да, я отвечаю на все вопросы в прямых эфирах. Я отвечаю там в переписке. Можно мне писать в любые соцсети. Моя задача не просто провести занятия, еще все уроки в записи, вы же их можете смотреть любое количество времени. Моя задача не просто провести занятия, а вложить понимание, чтобы мы поняли в конце концов. Вот. Да, вложить это понимание, чтобы мы поняли, да, как это все-таки делать. Я учу свободе в самовыражении, свободе в выпечке, свободе в сладком, чтобы все-таки печь стало легко, чтобы вы смотрели любой рецепт после моих курсов и понимали, так это же вот это, да здесь же вот это, а здесь вот он ошибся, потому что реально ошибок очень много встречаю в рецептах, которые в интернете просто так реально много. Вот, и вы тоже начнете их видеть. Да, 14-го стартуем. Цена там 7600 плюс скидон, плюс бонусы, плюс подарки. Пишите мне в личку, что хотите, пишите под эфиром. Пишите «хочу», пишу «да» или «объясни мне, я ничего не поняла, но я хочу». Да, дата не устраивает, переносим дату, есть рассрочка, есть там всякие разные другие бонусы. Вот. Не просрите Новый год, в конце концов. Пусть он будет для вас сладким, сочным и так далее, и так далее. Про YouTube вообще молчи. На YouTube вопросы задать некого. Вот, соответственно, никто там не отвечает. Мало того, что там бывает невкусно, бывает не получается. Вот. Есть там нормальные рецепты, конечно же, после курса вы начнете их понимать, и что там делается. Там основ не рассказываю. Смешали, взбили. Как смешали? На картинке другое, показывает третье, текста нет. Это непонятно. Не надо про YouTube. Это больной вопрос вообще, YouTube. Вот. Наташа, спасибо большое, пишет, что она готовит до сих пор по моим рецептам, да. Алина, спасибо большое, обсирает со мной YouTube, молодец. Вот, и вернемся, соответственно, потому что я боюсь, что у меня сейчас то ли батарейка сядет, то ли что. Вернемся к нашим баранам. Сейчас 14-го стартует заочка. Заочка, это значит, вы дома сидите, смотрите, как я там вот так вот прыгаю перед вами, рассказываю все, да. Соответственно, впитываете легкость, впитываете счастье, впитываете, не знаю, впитываете сладкость, жизнь, да, и начинаете наконец. Так, у меня, кстати, между прочим, курс по бизнесу уже есть, он бесплатный. И те, кто переживают насчет того, что, ну вот и куплю я сейчас за 7600, и что? За 6600, кстати, можно купить. Вот. А дальше-то что? Дальше я что буду делать? Вот те мне пишут в личку, хочу бизнес-курс. Бесплатно дайте мне бизнес бесплатно. Вот, да, тем я даю бесплатный бизнес, он идет час. Там никаких высот нет, там ничего такого заоблачного нет, но там хотя бы понимание того, на чем мы зарабатываем и сколько реально можно заработать, чтобы вас отлегло от сердца. Так, про нишу. Итак, то, что надо выбирать нишу, вроде как бы уже понятно, да? Вот. Дальше про эту нишу надо что еще понимать? Она должна быть на пересечении нескольких вещей. Первое. Вот. Да, 14-го стартует то же самое, что 24 декабря. Это тот же самый, он несколько раз у нас идет, понимаешь? Да. 14-го то же самое, что 24-го, все верно. Вот, соответственно, он должен быть, ваша ниша, на пересечении нескольких вещей. Первое, это у вас должно получаться. Как ни странно, это для всех это как бы очевидно. То есть многие люди мне говорят, а я ведь этого вообще не умею делать, мне не нравится, но я хочу на этом специализироваться. Нет.
вам должно это нравиться, во-первых, да, и оно должно у вас получаться, вы должны уметь это делать. Ну, например, если я там, например, я, кстати, музыкант, вы знаете, да, по первому образованию, вот, я, между прочим, обожаю, но я играю на скрипке, да, на фортепиано, на скрипке моя специализация, вот, я, между прочим, обожаю петь, ну вот, и мне кажется, что я могла... Блин, капец. Мне кажется, что я реально стала бы какой-нибудь охрененной рок-звездой. Но я не умею петь, понимаете? Но вот не дано. Голос у меня, к сожалению... Вот, слух есть, а голоса нет. Это к тому, что вот я не стану рок-звездой, я не могу выбрать себе эту нишу, потому что я не умею это делать. Вот, понятна задача? Ну, то есть вы должны это уметь, раз. Второе. И это должно, между прочим, это должно вам приносить восторг, это вам должно необыкновенно нравиться. Ну, то есть мы умеем ведь много всякого делать, и что-то нам нравится, что-то не нравится. Я, например, например, тоже дрожжевое тесто, я умею его делать. Я умею делать муссовые торты, я умею делать слоеное тесто вручную, когда раскатываешь 1000 раз одно и то же тесто. Пишет, по образованию вагоны ремонтируют. Жесть вообще, ну ты представляешь, что тут собрались, да? Ну, к тому, что, люблю я делать, соответственно, то есть это я умею, люблю я делать бисквитные тортики, то же самое по декору, вот, да, я умею делать декор всем, вообще всем, я умею украшать, я не знаю, мне кажется, тапки мне, да, я тапками могу торт украсить, нет, что, торт с пинетками, ну, то есть я могу украсить хоть чем вообще, но люблю я работать с мастикой, вот, ну, как-то вот приятнее мне, понимаете меня, да, то есть надо вот из того всего, чего я умею, найти то, что вас прет. И прямо это должно вот прям переть. Вы должны это, по правде, закрытыми глазами ночью, вот прямо просыпаешься, такой думаешь, боже мой, как же я люблю вот это делать. Вот это должно быть. О, смотри. ГР-2109, музыкант на пианино. Привет, музыканты! Привет, музон! Да, ну, короче. Вот. И, соответственно, то есть 2 сферы. Умею, раз. Люблю, вернее, я бы сказала, даже не просто люблю, прет, вот прям прет, прям доставляет какое-то необыкновенное удовольствие, это должно вам доставлять. Второй кружочек, я могу порисовать кружочки, но не хочу. Не вставать лень, там вытирать доску надо, там капкейк нарисован. Вот. И, соответственно, третье, это пересечение, третья сфера, то есть что еще должно быть, как выбрать еще нишу? Оно должно продаваться, то есть на это должен быть спрос. Но это к тому, что даже если бы я умела петь, и меня прет, не факт, что я буду собирать концерты огромные. Ну, понимаете, то есть это должно еще быть в тренде. То есть, например, у нас в прошлый год был тренд все равно потеки ягоды. Как меня не тошнит, но до сих пор это есть. К концу года образовался тренд, много, такая свалка на торте, я называю. Сейчас это у нас будет называться детский торт без мастики. Очно он уже есть, да, в расписании, заочно пока не записан. Это когда торт, а сверху свалка всего, такое классное все. Вот. Покажи, как я рисую, ты хочешь посмотреть? Рисую, это вообще не моя специализация. Это вообще жопа, а не капкейк. Ну, как-нибудь я нарисую получше, буду показывать. Ну вот. Короче, понятна задача? Итак, как найти нишу? Это вы рисуете 3 столбика. Первый столбик вы рисуете вообще, ну, то есть, в принципе, да, в кондитерке, да, что я умею делать, вообще, что я умею делать, да? Ну, что я умею делать, ну, я, например, я умею печь, я умею украшать, я умею вести уроки, отговаривать, еще умею, и так далее, и так далее, это я умею прямо делать, вот, да, что из этого мне нравится, ну, я перечислила вам, что нравится, мне реально нравится, мне, кстати, еще нравится очень большое количество делать, я не знаю, может быть, я там в детстве голодала, не знаю, нет, у меня, кстати, такое бедное детство достаточно, ну, вот, ну, потому что мне нравится там 300 капкейков, 50 килограмм торта, ну, то есть мне нравится какой-то масштаб, там, вот миллиметраж такой, там, знаешь, один капкейк такой, один такой, вот это не мое. Вот у меня Светуся была на занятиях, мне кажется, вот это ее, кстати, вот там 2 капкейка с таким вкусом, плюс там чуть-чуть начиночки, так, мне кажется, это ее, но не мое никак. Я люблю, чтобы, площадь была вся в капкейках, там, не знаю, там какие-то горы, ну, то есть у меня какой-то вот в этом смысле такой масштаб, вот это того, что я люблю. И последнее мы пишем, что в тренде. Как узнать, что в тренде? Достаточно просто. Открываешь ленту, соответственно, в Инстаграме, в Пинтересте и смотришь, что вообще люди публикуют, вот, что люди продают. И еще один, покажи. Нет, нашего позора моего хотите. Вот. Я же не, вы понимаете, что я не знаю, сейчас я дойду. Вот. И, то есть, и пишем последнее, что сейчас в тренде. Также по поводу тренда, да, можно
сделать разведку. Короче, у тебя, ну, то есть тренды, кстати, понятие тоже растяжимое. В разных регионах разные вещи, по правде, продаются и по разной цене. Вот, поэтому, ну, сейчас я встану, порисую вам кружочки, заодно этот ужас весь сотру. Вот, в разных регионах. То есть ищите самую крутую кондитерскую у себя, а лучше там 3, 4, 5, да, звоните и говорите: ой, вы знаете, я хочу что-нибудь заказать, а что сейчас модно? И узнаете, что у них покупают. И они говорят: а что заказывают больше? И дальше: я подумаю, трубку вешаете, уже не со своего телефона звоните. Вот, понятно? То есть производим коммерческую разведку и узнаем, что из этого продается. Понятно? И на стыке этого ищем, где пересечение. Будет ваша ниша, то, что у вас пойдет. Давайте порисуем, покажу капкейк. Так, мне надо, во-первых, стереть сначала с доски. Так. А как тут переключается-то? Переключается вот так, вот это переключается. О, да. Итак, смотрим на капкейк. Я рассказывала о том, что у капкейка есть тесто. Я рассказывала, смотри, образование художника связано ли с кондитерским? Я имею образование художника. Конечно, связано. Пока, господи, меня там не ловит. Видите, меня не ловит. Тесто, вот это я показывала, начинка, это что кремик, а что это декор. И что для нас капкейк это обязательно сочетание теста, начинка, кремик. Почему-то не ловит. Такое ощущение, что он не хочет ловить. Вот. И рисую. То есть мы пишем, это у нас с вами наша ниша, это вот здесь вот, да. Вот здесь то, что умею. Это напишу прет, ну понятно, да, то есть люблю, да. И здесь продается. В нашей дыре не работает больше, связь не хочет, ну не знаю, справа, вот у меня справа стоит доска, все, не хочет, я надеюсь, все успели посмотреть, если что, в эфире я сейчас сохраню, посмотрите. Ну что, дорогие мои, конечно, классный, конечно, все правильно, хвалите меня, хвалите. Это, конечно, надо меня хвалить обязательно, это самое главное. У меня после, я сегодня целый день болтаю, у меня голос, мне кажется, такой, знаете, как ворона каркнула во всю воронье, мне кажется, где-то вот так вот. Ладно, дорогие мои, люблю вас, целую, жду 14-го, кто не учился ко мне, да, давайте научимся, попечем все-таки вкусняшки, поделаем, все дела, все будет хорошо. Да, дорогие мои, необыкновенно вас люблю, с Новым годом, всех, кого... Мотька котиков из кружочков, да. Всех вас люблю, всех наступающим еще раз Новым годом, вернее, с наступившим Новым годом, чтобы год прошел не зря, сладкой нам в жизни раз, сладкой жизни нашим заказчикам. Вы помните, да, что нашу профессию хочет разговаривать со мной, сегодня не хочет показывать меня телефон, да, я люблю нашу профессию, в том числе за то, что мы дарим сладкое. Что же мы дарим? Мы дарим сладкую жизнь нашим клиентам, нашим друзьям и всем нашим заказчикам. Дорогие мои, люблю вас очень. Не хочет разговаривать, ну все, ладно, не буду мучить телефон. Всем пока.